19 июля 2024 года стало известно о том, что в городе Львов умерла Ирина Фарион, одна из самых главных националисток своего времени. Сложно оценить деятельность Фарион для Украины, но несложно осознать, что ее смерть мало кого оставила равнодушным. Кто убил Фарион и для кого выгодно это убийство, ты узнаешь прямо сейчас. Давай не будем терять ни секунды, погнали. 19 июля 2024 года неизвестный парень возрастом от 20 до 25 лет совершил покушение на экс-нардепа Украины Ирину Фарион возле ее дома во Львове. Он ранил жертву в голову недалеко от виска, что вызвало у Фарион моментальную потерю сознания. Ирину в сжатые сроки обнаружили и экстренно госпитализировали. Медики тщательно оперировали ее в попытке спасти жизнь. Экс-депутат на тот момент находилась в коме и тяжелом состоянии, и потому, несмотря на небывалые старания медиков, спасти ей жизнь так и не удалось. Фарион умерла, а по словам мэра Львова Садового, ранение было несовместимо с жизнью. На новость о смерти Фарион моментально откликнулись почти все украинские журналисты и начали выдвигать свои теории по поводу того, а кто же ее убил. Отреагировал даже Владимир Зеленский, президент Украины, который в своем телеграм-канале написал, что любое насилие заслуживает осуждения, и каждый, кто виноват в этом нападении, должен понести полную ответственность. Из этого всего мы видим, что убийство Фарион в Украине является чем-то необычным, ибо посреди Львова днем происходит покушение на человека, который транслирует идеи национализма и единства украинской страны в максимально жесткой форме. Этот человек выгоден Украине, но при этом почти никаких зацепок или же данных о том, кто же напал на Фарион. Результаты следствия пока тоже туманны. Как считают следователи, убийца готовился заранее. По словам министра внутренних дел Украины, это не спонтанное убийство. Сколько он, то есть убийца, готовился, 2 недели или неделю, время покажет, сказал он. Конец цитаты. Огромное число правоохранительных органов работает над поисками стрелка, и что они обнаружат, покажет время. Однако мы не будем рассматривать убийство Фарион и думать о его особенностях. Сейчас мы рассмотрим роль этого человека для Украины и кому Ирина Фарион перешла дорогу. Итак, 60-летняя Ирина Фарион уже давно стала самодостаточным брендом. По словам одного из редакторов BBC Святослава Хоменко, называя ее фамилию, не было нужды напоминать о ее многочисленных регалиях. Бывшая депутат Верховной Рады, одна из лидеров националистической партии «Свобода», доктор филологических наук. Конец цитаты. Фарион была главной популяризаторкой украинского языка. Причем продвигала она его очень радикально и с небывалой ненавистью, что можно заметить в ее соцсетях. Отсюда и всплывает первая возможная причина убийства экс-депутата, а именно месть простого народа за грубое высказывание. Фарион делила украинцев на сорта, где украинцы, говорящие на русском языке, приравнивались к скоту и должны были, по ее мнению, уехать в Россию. Однажды она настолько замучила людей, что под стенами Львовского национального университета был митинг студентов, которые требовали увольнения Фарион. Во многом почерк убийства Фарион совпадает с убийством ее главного идеологического антипода Олеся Бузины, которого тоже убили под своим домом. В целом, версия о том, что какой-то студент, которому надоело слушать оскорбления в свой адрес со стороны Ирины Фарион, взял и убил ее, выглядит довольно правдоподобно, если не учитывать несколько нюансов. Во-первых, эта женщина является знаковой фигурой украинской политики. Во многом она транслирует то, чего не могут сказать украинские власти, но очень желает сделать. Украинскому государству выгодна позиция Фарион, которая укрепляет положение украинской власти, ибо насильственным путем с Украины выдавливаются люди, которые хотят отделения своего региона от Украины в пользу какой-то другой страны. Когда народ перестает быть многонациональным и сливается в одну украинскую самобытность, то этим народом становится легче управлять и двигать его в нужное для политиков направление. Мы прекрасно видим, насколько яростно украинская власть готова мстить за убийство Фарион, и потому маловероятно, что эту женщину убил простой человек из народа. Слишком низкий шанс для этого. Ирина Фарион запомнилась многим как самый ярый противник всего русского в Украине. Как говорит телеграм-канал Зарада, Фарион – бывшая комсомолка, которая стала ярой националисткой. Ее национализм праворадикальный,
холодный, бескомпромиссный, дистиллированный. Именно поэтому она вызывает такую реакцию. Конец цитаты. Во многом именно Фарион спровоцировала вооруженное противостояние на Донбассе, призывая многих людей взять в руки оружие. Россия до начала потрясений в Украине даже не рассматривала присоединение Крыма в свой состав и не видела в Украине хоть какую-то угрозу. Во многом действия Фарион сыграли важную роль в 2014 году и заставили украинское государство двигаться в направлении Европейского Союза и НАТО, главных врагов России. И именно отсюда и всплывает версия о том, что Фарион могли убить русские в качестве расплаты за созданные проблемы. Эту версию украинское государство даже пытается продвинуть. Многие в государственном аппарате Украины считают, что именно русские совершили покушение. Но насколько правдива эта версия? С одной стороны, Фарион не нравится русским, но с другой стороны, ее роль в украинской политике со временем изменилась. Фарион перестала быть влиятельной и даже перестала быть депутатом. Она учила студентов в университете во Львове и была скорее блогером, чем политиком. Ее слова раскалывали украинское общество, несмотря на то, что у нее были хорошие взгляды для украинского государства. И вот это вот все было выгодно России, ибо Россия увязла в длительном конфликте и хочет поскорее его закончить. А если украинское общество и дальше продолжит раскалываться благодаря таким людям, как Фарион, на несколько частей, то конфликт завершится куда быстрее. Также для того, чтобы убить Фарион, России пришлось бы затратить огромное количество времени и ресурсов. Убийство произошло, между прочим, во Львове, очень далеко от линии фронта. И виновником, скорее всего, был молодой мужчина. Ну, по крайней мере, так даже следствие считает. Как он, этот мужчина, мог проехать через всю Украину, избегая блокпостов и скрывая оружие, будет большой загадкой, если Украина посчитает, что Фарион убили именно русские. То есть эта версия имеет место быть, но она тоже маловероятная. А вот третья версия убийства Фарион довольно-таки интересная, и, возможно, она является главной. Ее суть заключается в том, что после того, как Фарион ушла с Верховной Рады Украины, перестав быть депутатом, она осталась в гордом идеологическом одиночестве, потому что национализм, который она пропагандировала, больше основан на бандеровском направлении. Основы бандеровского национализма были описаны в книге «Основы интегрального национализма», автором которой является Дмитрий Донцов. Именно у Дмитрия Донцова Бандера позаимствовал множество мыслей для создания собственной идеологии. Среди этих мыслей была и мысль о том, что Украина в первую очередь должна быть сильным и независимым государством, власти которой в первую очередь слушают народ и двигаются по тому направлению, которое хочет украинский народ. Сейчас же мы видим, что мнения власти украинской и украинского народа редко совпадают. Потому национализм бандеровского толка, главным идеологом которого выступала Ирина Фарион, давно потерял актуальность для украинского государства. В Украине сейчас набирают популярность левые националисты, главный костяк которых состоит из молодых людей, которые воевали в войсковых подразделениях Азов и Кракен. Эти люди считают, что бандеровские националисты и все их идеологи являются врагами Украины, которые играют на руку Москве. Ирина Фарион критиковала действия таких войсковых подразделений, как Азов и Кракен, призывая их чаще разговаривать на украинском языке. Также она считала, что путь, по которому следует Украина, является не совсем корректным. И вместо того, чтобы избавляться от русских элементов общества, украинское государство насаждает в себе элементы западной культуры и английского общества, что, по ее мнению, не являлось хорошо. Потому будет неудивительно, если какой-то идеолог левого национализма заказал ее убийство. Или же у какого-то солдата закончилось терпение, и он решил разобраться с Фарион окончательно. Данная версия более правдоподобна, чем предыдущая, учитывая то, что многие солдаты из подразделений Азов и Кракен могут свободно продвигаться по Украине. И добраться до Львова у солдата не составило бы проблем. Не составило бы проблем и скрыть оружие, и приобрести навыки, которые позволяют скрытно убивать. Как мы видим, версий о том, кто убил Ирину Фарион и кому это выгодно, очень много. Но все они сходятся к тому, что этому человеку явно отомстили. Для многих Ирина Фарион являлась нарицательной личностью, которая была всем известна и которая всех раздражала. Она сыграла свою важную
важную роль в украинском государстве. И об этом человеке будут еще долго вспоминать. Как считаешь, кто же является истинным убийцей Ирины Фарион и кому это выгодно? Напиши свое мнение в комментариях. Спасибо, что досмотрел ролик до конца и до новых встреч!